Здравствуйте, дорогие художники! С вами Анастасия, художница из Швейцарии. Я приветствую вас на своем канале для современных художников. Сегодня я рада открыть нашу новую рубрику «Вернисаж», виртуальный вернисаж. Это наш международный проект, о котором я рассказала в одном из своих предыдущих видео. Я очень рада, что на мое предложение о новом проекте уже откликнулись первые художники, и я уже вижу, что наша виртуальная выставка будет международной. Это очень интересно, это меня очень радует. Сегодня, на самом деле, весьма такой необычный день, но для меня. Дело в том, что я записываю это видео в свой день рождения, и решила сделать такой праздничный выпуск и посвятить его именно вам, подписчикам, и тем видео, которые я получила как первые заявки в наш проект, в наш общий проект. Как полагается на настоящем дне рождения празднике, обязательно должно быть что-нибудь вкусное, да, какой-нибудь торт, пирог, чтобы создать праздничное настроение. Именно поэтому я решила начать этот выпуск с первого видео художницы Катарины Валеевой, в котором она рассказывает о своей серии работ, которая называется «Понедельничный пирог». Катарина – художница из Германии. В своем видео Катарина озвучит свой совет для художников, а также задаст вам встречный вопрос. Так что, пожалуйста, смотрите внимательно и пишите свои ответы в комментариях. И сейчас я переключаюсь на ее видео, чтобы вы насладились всеми вкусностями, которые она нам покажет на своих картинах. Всем привет! Меня зовут Катарина Валеева, я художница из Германии. Я сегодня расскажу вам о серии своих работ, которая называется «Понедельничный пирог». Эта серия состоит из, не знаю уже какого количества картин. Последний раз, когда я считала, их было 24. Она растет и уменьшается, потому что некоторые картинки продаются, некоторые вдруг новые я пишу. Активно я ей занималась еще в 2019 году. Вот прям действительно полгода, каждый понедельник, не пропуская понедельника, я писала эту серию. Каждый понедельник шла в булочную, покупала красивый, понравившийся мне тортик, ставила постановку с ним, и 2-3 часа у меня уходило на живопись. Иногда быстрее, конечно, по-разному. И такая серия продолжалась. Я выставляла их в Инстаграм с хэштегом «Понедельничный пирог», и дальше так получилось, что очень удачно я с этой выставкой ездила, выставилась на одной ярмарке. Несколько штук там удачно продалось, и я думала, ну все, тогда дальше я продолжаю эту серию, но уже не так активно, то есть не каждый понедельник. Хэштег остался, время от времени я его пополняю, когда есть что выставить. Вот, переключилась просто на другие проекты, но эта серия, она потихонечку все еще есть, и я ей занимаюсь. Плюсы этой серии тем, что только с натуры я пишу, ни в коем случае не с фотографии, то есть для меня это и настройка глаза, тренировка, и заодно это дает мне не повторяться, то есть даже если один и тот же тортик я покупаю, одной и той же фирмы или одной и той же серии, сорт тортика, то все равно я его по-другому уже, во всяком случае, пытаюсь написать по-другому, но бывает так, что ставишь и смотришь, они немножечко прям похожи. В общем, это я вот себе хочу на будущее такую задачу поставить каждый раз, хоть и один и тот же, но прям по-новому писать, то есть только это даст рост. Все, спасибо за возможность такой виртуальной выставки Анастасии Васильевой, что есть вообще такая возможность диалога с художниками со всего мира, русскоязычными. Мой совет художникам: доверяйте себе,
Слушайте только себя, вот как вы чувствуете, как вы видите, так и пишите. И тогда ваш индивидуальный стиль будет проявляться везде, во всем. Всем успехов и удачи. И если возможен диалог, я бы хотела у вас спросить совет. Как вы справляетесь с проблемой названия картин? Вот это прям огромная проблема. Выставляю везде на продажу, на разных сайтах, и нужны названия. Не просто там морской пейзаж, и там пишут, такое название у вас уже есть, и нужно что-то еще, и уже столько вариантов, и вообще на название не хватает никакой фантазии. Как вы справляетесь с этой проблемой? Все, спасибо вам, удачи, успехов, жду ваших видео. Пока! Спасибо большое, Катарина. Мне кажется, такие аппетитные, вкусные пирожные на твоих картинах как раз особенно подходят к сегодняшнему дню, к празднику. И для меня это очень радостно, что я могу начать это видео именно с твоего ролика. Друзья, поддерживайте, пожалуйста, наш проект лайками и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы еще больше новых художников узнавало о нашем проекте, а также о моих видео, в которых я рассказываю много полезной информации. Спасибо большое за поддержку. Наш следующий участник тоже из Германии. Его зовут Ойген. Если кто не знает, Ойген — это по-немецки Евгений. Так вот, видео будет очень необычным, поэтому обязательно смотрите внимательно и слушайте вопрос, который Ойген нам задаст. Возможно, вы сможете высказать свое мнение и помочь ему, ответив в комментариях. Привет, Анастасия. Привет, подписчики Анастасии. Меня зовут Ойген, я живу в Германии, мне 41 год. Ну, что о себе рассказать? Когда мне было 33 года, я начал заниматься творчеством. Вот это всего лишь несколько работ, которые у меня есть в наличии, но я прикреплю еще несколько фотографий с работами, с готовыми работами, которые украшают уже дома покупателей, так скажем. Вот. Мне было бы интересно услышать мнение зрителей, подписчиков, как вы находите мои работы, нравятся они вам или не нравятся, потому что моя цель — выставлять свои работы на продажу в онлайн-галереях. И я очень долго думал об этом, стоит ли мне, не стоит ли начинать продаваться во всем мире. Ну, в общем, скажите мне свое мнение, что вы об этом думаете. Да, кстати, ребята, если у кого-то возник вопрос, почему я в маске, ну, в общем, как это модно сейчас говорить, это моя фишка. Я планирую продавать свои картины под псевдонимом, и еще я не хочу, чтобы кто-то знал меня в лицо. Вот, пожалуйста, не украдите у меня эту идею. Еще у меня есть YouTube канал, на нем предоставлены, ну, кое-какие работы, которые вы можете посмотреть. Ну, в общем, вот это все мои идеи, все мои планы. Очень хочется знать ваше мнение, что вы об этом, обо всем думаете, и ну, стоит ли мне выходить на мировой рынок искусства или не выходить. Ну, как-то так. Всем пока. Увидимся.
Ойген, большое спасибо за твое видео. Работы Ойгена меня очень заинтересовали, именно технически мне очень стало интересно, как он их делает. Мне показалось необычные материалы, и поэтому я даже посмотрела, у него есть свой YouTube-канал, вы тоже можете посмотреть, взглянуть, если вас заинтересует его творчество. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях ваш совет, как вы считаете, стоит ли пробовать Ойгену выходить на международный рынок со своими картинами, или, может быть, сконцентрироваться более локально, например, по Германии. Мое мнение такое, что обязательно нужно пробовать, тем более такие необычные работы, я думаю, наверняка найдут своих покупателей, и, возможно, на азиатском рынке, но также можно, конечно, пробовать и Америку, и другие страны, поэтому мой совет будет обязательно пробовать и продолжать работать. Третья участница нашего сегодняшнего выпуска, Реутова Елена, прислала нам удивительно положительный ролик, где показывает свои позитивные акварели и рассказывает про то, как она создала серию этих работ и как она напечатала открытки. Мне показалось очень интересным и, самое главное, очень позитивным, положительным. Мне кажется, как раз очень подходит тоже к сегодняшнему дню, чтобы у нас у всех было хорошее настроение и приятные эмоции. Поэтому смотрим ролик Елены. Я всех приветствую. Меня зовут Елена Реутова. Я живу и работаю в Москве. Я профессиональный художник и очень люблю свою работу. Мне кажется, это та профессия, которая дает очень много граней, дает перспективы, дает возможность развития. Мне нравится, что происходит постоянное общение, знакомство, какие-то инсайты, какие-то эксперименты, какой-то бесконечный бег всего. И это, безусловно, для меня является ресурсом. Я очень люблю масло, люблю акрил, но в этом ролике я хотела бы вам рассказать про другую совсем сторону своего творчества, просто поделиться маленьким проектом акварельной серии. Я ее создавала под общим каким-то названием добро, любовь, что-то хорошее, светлое, что-то искреннее. Для меня акварель, в принципе, техника, дающая возможность как-то быстро зафиксировать свою эмоцию, свои мысли, что-то вот свое личное. И вот именно эти подборочки, которые я для вас в конце ролика смогла подобрать, это больше было ориентировано на детскую аудиторию. На самом деле это моя тоже тема очень любимая, это поле совершенно моей какой-то искренности. Я сама мама 3 детей, сыновья у меня уже взрослые, а вот с рождением дочери какие-то совершенно новые потоки во мне давали постоянно вот какие-то импульсы, мне хотелось это делать, вот отвлекаться от какой-то нашей классической, скажем так, живописи, каких-то вот таких работ, которые, ну, более общие для меня. И чем я хотела с вами поделиться, для меня было совершенно открытие, что когда я там в ленте или, ну, неважно, я в свое портфолио эти ставила акварельные эти работы, которые там совершенно от каких-то, может быть, и сложных, какие-то простые сюжеты, но они были действительно, ну, как бы честные. Я получала обратную связь, то есть вот люди настолько активно реагировали, и вот действительно многим нравилось, многие просили, многие прислать, просили и купить в том числе, причем это были, ну, не работы иллюстратора, да, у меня был опыт тоже оформления книг, но я совсем про другое. И люди меня сами стали просить и натолкнули на ту мысль, что вот был бы, допустим, какой-то плакат, я бы купила у тебя календарь и так далее. И как-то эта мысль во мне жила. Буквально вот этой осенью предыдущей я хотела сделать новогодний календарь, у меня уже какие-то там и сюжеты накопились, которые могли бы подойти по тематике.
Но очень был плотный график, были такие объемные заказы, были выставки. Одним словом, этот проект я не реализовала, но тем не менее я напечатала открытки. Вот простые совершенно А6, вот А5, вот такого плана. И животных, и для взрослых. Какие-то вот с нашими сюжетами. Так как близился вот Новый год такого плана, открытки очень потом, как оказалось, имели успех. Вот просто какие-то позитивные сюжеты и немножко больше формат. Вот такого плана даже вот сделали, обрамление оформляли в маленькие рамочки и как картинки. И я сделала небольшой тираж, постаралась сделать себестоимость пониже. Потратила на это время, но у меня были люди, которые уже заведомо хотели это купить. Естественно, там небольшие, речь не идет о каких-то большом количестве. Когда я получила эти открытки, я дважды печатала, раздала заказчикам, часть я оставила себе, потому что, опять-таки, близился Новый год. Я дарила их по каким-то поводам конкретным, когда там, допустим, день рождения, крещение ребенка, свадьба или вот просто встречи, так как сюжетов было очень много, и я печатала на самом деле и с работ маслом, и, в общем, с огромным диапазоном. И это давало возможность к любому случаю их применить. И я видела реакцию моих заказчиков, я видела живую реакцию людей, насколько они совершенно искренне улыбались. Это были вот неподдельные эмоции. Часть людей, конечно, приобретали для детей, причем в виде, там, допустим, постеров, да, вот файлов, они увеличивали это в большой какой-то формат, загоняли, цифра позволяла, и получались красивые картины для детских комнат. Это яркие, красочные, позитивные. Но для меня лично было открытием, что вот как раз наибольший сегмент это были взрослые. Это были вот действительно взрослые люди, которые могли вплоть до слез. То есть они пересматривали эти открытки, и каждый в них находил что-то свое, какое-то личное прочтение, какая-то вот такая была человеческая благодарность и огромная отдача. Вот чему, собственно говоря, и посвящен маленький этот короткий ролик. Что я хотела сказать, что вот этот маленький опыт, я понимаю, что нужно этот проект, конечно, по-другому реализовать. Нужно заниматься совсем другой реализацией. Возможно, наши классические, да, вот отделы, магазины, печатной продукции, где полиграфия, совсем другие тиражи, то есть иной подход. Но то, что есть огромный запрос на вот это какое-то, может быть, незамысловатое добро, да, на что-то вот такое, вот где транслируется любовь, где что-то очень душевное, личное, это совершенно точно. И я, конечно, буду возвращаться к этой теме и буду уделять этому внимание, и когда-нибудь доберусь более плотно и серьезно. И эта реакция людей, она и меня вдохновляет, она меня мотивирует. Мне хотелось бы вот действительно и продолжать радовать. И своим коллегам бы я очень хотела от души пожелать именно какого-то кайфа, да, получать удовольствие от нашего процесса, от нашего творчества. Я, повторюсь, я очень давно пишу картины, и буквально с прошлого века у меня было это правило номер 1. Еще вот будучи совсем юной, я это как-то понимала интуитивно, что если какие-то неприятности, что-то со здоровьем, в быту, все что угодно. Если что-то идет не так, я к мольберту не подхожу в принципе, совершенно. Я уверена, что люди на тонком уровне нашу энергетику, они ее считывают, они ее абсолютно точно
получают. Поэтому и мое пожелание, если вы улыбнетесь, вот глядя на эти картинки, мне будет очень приятно. И от души вам всем желаю как можно больше позитивных, как можно больше наслаждения в душе вот от жизни, от нашего творчества, даже вот от бега этого. И бывает очень какое-то вот напряжение даже, да, вот бывает много дел, бывает все, но чтобы вот не выгорание, а действительно какой-то красивый баланс между творчеством нашей, то, что мы отдаем, то, что мы получаем, как можно больше благополучия, как можно больше света в душе, чтобы как раз было его легко транслировать. Всегда очень приятно окунуться во что-то доброе, не только детям, но также и взрослым. Это тоже часто необходимо. Спасибо большое, Елена, за твое видео. Я очень рада, что наша рубрика открылась. Сегодня был первый выпуск. Пожалуйста, поддержите нас своим лайком и подпиской на мой канал, чтобы мы также активно росли, развивались, к нам приходили новые художники и делились своим опытом. Я очень рада, что приходят заявки, это международные заявки, я все внимательно смотрю. Конечно, я уже говорила о том, что мне бы очень хотелось, чтобы видео было действительно вот такого формата, как мы сейчас видели, чтобы это было живое общение, вы поговорили с нашей аудиторией, да, рассказали что-то о себе. Иногда мне присылают видео формата слайд-шоу, например, картин, да, или какие-то старые интервью. Все-таки мне довольно тяжело внедрить их в наш выпуск, потому что, ну, во-первых, они уже кому-то принадлежат. Большое спасибо за ваше участие. Я надеюсь, вам тоже было интересно. Пожалуйста, активно участвуйте, присылайте. У кого возникают проблемы, а, как правило, большинство с тем, что тяжело переслать файл, да, в e-mail, вы можете мне прислать, например, или ссылку на YouTube, или если вы не можете сразу выложить на YouTube, потому что мне все равно трудно загружать видео с YouTube-каналов в хорошем качестве, с чужих YouTube-каналов, поэтому вы можете мне написать e-mail, что у вас готово, например, видео, и я вам пришлю тогда ссылку на общую папку в Google документы, куда вы сможете загрузить свое видео. Это будет удобно тоже и мне, чтобы забирать эти файлы. Вот, так что, пожалуйста, не теряйтесь, готовьте ваши видео. Я знаю, что многие еще пока работают над этим. Мне уже писали художники, что видео еще в процессе. Буду очень рада. Я надеюсь, что зрителям нашего канала было интересно. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам наш первый выпуск, было ли вам интересно, интересно ли вам участвовать в подобном проекте. Я буду собирать такие мнения и смотреть на общие реакции. Также, как я и обещала, внизу под этим видео вы найдете ссылочки на галереи или на какие-то странички, YouTube-каналы художников, которые сегодня участвовали в нашей рубрике. Поэтому, если кого-то кто-то заинтересовал, пожалуйста, смотрите, читайте и переходите по ссылочкам. Я желаю вам хорошего дня и с нетерпением жду ваших заявок. Всего хорошего, большой привет из Швейцарии от Анастасии. Пока-пока.